Марбек. Хорошо выглядишь. Спасибо. Расскажи, как себя чувствуешь? Я чувствую вроде нормально, альхамдулилlah, все хорошо, все отлично. Как проходит подготовка? Не мешает это жара? Подготовка, честно сказать, уже позади. Сейчас у нас весогонка чуть тяжеловато на самом деле. Ну, потихоньку стараемся, делаем. Расскажи, где готовился к бою вообще? Как вообще она проходила? Ну, я первый этап у себя там в Вене прошел. Потом уже Азербайджан, Голландия и ну, заключительный этап у меня в Таиланде был, и с Таиланда сюда уже перешел. Не сложно так? У тебя такой большой, получается, тренировочный путь был в разных странах. Это не мешает акклиматизации, адаптации? Ну, я все рассчитал, я чуть пораньше сюда приехал, то есть вроде все нормально, все отлично, чувствую хорошо. Главное сейчас вес подогнать. Ты недавно, получается, сделал марокканское гражданство. Расскажи, почему не российское и что с этим связано? Так, у меня и остался тоже российский паспорт, то есть сейчас у меня проблемы с визой, может, поможет с марокканским паспортом сделать визу. Вроде обещали марокканцы, посмотрим. Как вообще соперника оценишь? Смотрел ли его бои? Да, смотрел. Хороший соперник, как в стойке, так и в партере. Выносливый. Вообще он стилистически подходит для тебя? А я не смотрю, подходит он мне или нет. Мне хочется просто подраться, так что я не выбираю себе соперников, которые мне удобны. В UFC предложили его, погнали, я решился. То есть подписал контракт, и мы уже здесь. И покажем, надеюсь, иншаллах, в субботу хороший бой. Тебе удачи, Марбек. Спасибо большое. Гамарджоба Лиана, очень хорошо выглядишь. Гамарджоба Геннадсвали, спасибо большое. Расскажи, как тебе Абу-Даби, как проходит подготовка? Ну, подготовка уже полностью закончилась. Мне осталось чуть-чуть подогнать вес. Прям очень мало осталось, потому что я на строгой диете сидела. Мой тренер мне не разрешал много кушать, вот, и я уже почти в весе, вот. И подготовка уже подошла. Расскажи, где готовилась, как вообще проходила подготовка? Ну, свои первые сборы я провела в казино «Ам» в горах. Потом вторые сборы я провела уже месяц в Гудермесе, в клубе «Ахмат», и там подготовилась. Меня очень жестоко тренировали, я очень хорошо подготовилась. Как вообще настроена на дебют? Этот бой будет чем-то отличаться от твоих других поединков? Каждый свой бой я одинаково настраиваюсь, каждый свой бой я хочу подраться, зарубиться, показать настоящее зрелище, и этот бой ничем не отличается. Я хочу показывать красивые бои, сейчас будет то же самое, просто немножко, наверное, больше ответственности, потому что это UFC, его смотрит весь мир, больше ответственности, плюс все руководство моего клуба приедет, поэтому немножко волнительно, а так, конечно, я всегда одинаково настраиваюсь. Вообще изучила ли соперницу, как она тебе стилистически? Конечно, я изучала свою соперницу, стилистически она базовый борец, у нее хорошее джиу-джитсу, она будет вязать, пытаться проходить, как и все борцы с базой джиу-джитсу. Я посмотрела практически все ее бои, всю ее карьеру, у меня было много времени на это. Ну, я, в принципе, готова к тому, что она мне может представить. Ну, посмотрим, как вживую это все окажется. На экране все кажется так, а вживую все иногда получается все по-другому, поэтому бой все покажет. Но ты тоже, получается, джитсер, и нет? Я занималась тайским боксом изначально. Вот, да, 2,5 года я была в тайском боксе, потом я перешла в ММА и заниматься стала параллельно джиу-джитсу, грэпплингом. И просто я не знаю, почему у меня так хорошо борьба пошла. Я и международника выполнила, и Россию, и мир выиграла. Ну, просто я поняла, что я не в тот спорт изначально пошла. Но все равно я люблю в стойке драться. Ну, зарубиться — это, конечно, святое. Но вот смотря то, что и ты хороша в борьбе, и она хороша в борьбе, мы увидим больше борцовский поединок. Мне кажется, наоборот, когда встречаются два борца, они больше зарубаются в стойке почему-то. Ну, бывает такое, потому что они оба пытаются проходить, у обоих бывает это не получается и так далее. Ну, не знаю, посмотрим, но все-таки я готова и к борьбе, и к стойке, и ко всему. Так что посмотрим, что будет. Как считаешь, здесь большая поддержка будет у тебя? И много ли будет грузинских фанатов? Ну,
пару моих друзей приехала. Тут, к сожалению, с билетами немного туго, мне дают всего лишь 2 билета, и, естественно, у меня гораздо больше болельщиков, которые хотят прийти, я их не могу подарить билеты. Вот. А так, много моих друзей приехало, хотят смотреть, помимо этого приедет мое руководство, которое очень сильно будет за меня болеть. Грузины, чеченцы, дагестанцы, тут вся Россия, там, русские и так далее, будут все болеть, я думаю, потому что это больше постсоветское пространство и стран СНГ, и поэтому я думаю, что все друг за друга болеем. Да и помимо этого, у меня в последнее время появилось много болельщиков не только из постсоветского пространства, но и там из Америки, из Европы, и с Арабских Эмиратов много болельщиков, поэтому я думаю, посмотрим. У меня на этот бой, я думаю, у меня очень много болельщиков будет. Эти фанаты появились после того, как ты завоевал пояс Fight Nights, или когда ты, получается, подписали в UFC? Именно иностранные болельщики, они больше появились после подписания в UFC, а из пространства, так сказать, СНГ больше, конечно, после пояса Fight Nights, потому что это российский промоушен, его смотрят в основном в России и в других странах СНГ. Поэтому у меня больше болельщиков, естественно, из России и стран СНГ. А вот эта популярность, она не будет на тебя давить, потому что изначально, когда на человека свалится такая популярность, ему бывает сложно. Как ты с этим справляешься? Я с этим пытаюсь справиться, но бывает сложно в плане того, что, то есть, ну, я не знаю, то есть... Ну, я сейчас не говорю, что я так делаю, но, к примеру, просто даже фантик на улице не выбросишь, потому что тебя люди узнают. И вот ты максимально пытаешься не косячить, чтобы, ну, мало ли люди кто-то увидит, потом скажет, вот она так сделала и так далее. То есть в этом плане я вижу, что очень, ну, трудно справиться с популярностью. Но я не настолько популярная, чтобы мне это очень сильно мешало. Там, например, там суперзвезды типа Хабиба, Конора и так далее, они даже ходить не могут нормально, то есть они ходят с ними там, по несколько человек, к ним не подойти и так далее. Вот им реально сложно, а у меня так, меня иногда узнают, это так, мелочи. Но ты готова к популярности? Честно, я не хочу быть очень мега популярной. Просто я смотрю на них, меня это пугает и не особо сильно радует. Вот. Меня устраивает то, что вот на каком уровне я сейчас. Вот. Я хочу просто показывать хорошие бои, чтобы меня знали именно как хорошего бойца. Вот. И все. Я этим довольна. Ульяна, мы тебе желаем удачи, но когда я к тебе подходил, ты сказал, что как бы все заставляют тебя говорить на английском, но никто не на твоем родном. Да, я сейчас тебе предлагаю сказать слова для грузинской публики своей, чтобы как бы они тебя поддерживали. Ჩემო გულშემატკივრებო, მინდა გითხრა დიდი მადლობა, რომ უყურებთ ჩემ ბრძოლებს და მიბალეშიკებთ და ძალიან მიყვარხართ. იმედია, რომ გაგახარებთ ახალი მოგებით, ძალიან მიყვარხართ. Все, спасибо, Лян, тебе удачи. Задавали мне вопросы, я отвечал как есть. Они мне то, что они мне дали, и вы все знаете, насколько меня отстранили. Это все на год они решили меня отстранить, и меня отстранили. Это их решение было. Да, прошу прощения, но пришлось ли вам объяснить, что, например, Конор задевал в том числе и там национальные интересы и так далее, и именно поэтому вы, например, решили вот... Мне пришлось объяснить то, что произошло в тот момент. До этого, после этого, то, что было, там мне не задавали вопросы. Мне сказали, что, как, почему и так далее. Я отвечал на вопросы и все. Ислам мне сказал только что ты перестарался даже со сгонкой веса, и ты их всех опередил. Да, сейчас? Действительно, да, Да, переборщил. вчера ночью, я думаю, перестарался. У тебя, по-моему, до 70 даже было. У меня сейчас впереди, чем Исламу, Хабибу я впереди. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, может, у меня чуть меньше энергии, чем у них. Они, может, для них, может, хорошо будет это, или для меня это хорошо. Видно будет сегодня ночью. Это самый тяжелый тренировка сегодня ночью. Ты в целом как себя чувствуешь? Ты 3 года не готовился серьезно к боям, ты не сбрасывал вес в таком количестве. Ничего страшного, я не дрался 3 года, но я как будто в бою я каждую неделю 3 раза спарринговал с лучшими бойцами в мире. Самая большая звезда. Короче. На очки пришли посмотреть. Я чувствую себя хорошо, я
Если я не сделал бы спарринги, может, я себя по-другому почувствовал. Я сделал спарринги, я знал, что мне это надо. И так что я в хорошем, лучшей форме. Можешь сказать, что у тебя сейчас с американской визой? Я слышал, что не все в порядке. Не, проблем нет в этом. Сейчас нормально. Просто мне пришлось ждать. Тебе дали визу? Сейчас все под контролем, нормально. Еще пока ее нет, но она... Но пока она мне не нужна, просто я уже в Таиланде остался, и сейчас на следующей подготовке, иншаллах, мне будет. Хабиб недавно давал интервью, и он сказал, что если он видит команду Макгрегора на улице, то устроится с ними драку. Ты тоже, если бы увидел, пустился бы на них кулаками? Я думаю, я их не увижу. Столько с охраной он ходит. Не дадут ничего никогда. А хотел бы, чтобы был бы реальный бой в UFC с Макгрегором когда-либо? Ага, У вас есть бэкграунд? Конечно, такое желание у меня всегда есть. Но для этого мне надо пару боев выиграть. А Лобов тебя еще интересует, как боец, как соперник? Честно, был бы интересный бой, но почему-то он ушел оттуда, он знал, что я возвращаюсь, но у меня впереди большие планы и большие соперники, хорошие, достойные. Лобов ближе к средним бойцам был в UFC, а у меня впереди средним выше соперников. Я больше настроен для них. Так, чисто теоретически, если ты хорошо проведешь этот бой, наверняка тебе захочется драться и почаще. Рассматриваешь ли ты вариант в Москве подраться? Надо ждать, пока на эту субботу, как я подерусь и как закончится бой. От этого мы будем думать. А так желание есть. Ты вот скажи сейчас, ты соскучился по боям? Конечно, это почему такой глупый соскучился? вопрос, конечно. Потому Вопрос что нормальный. это моя жизнь, это спорт, тренировки, UFC. То, что я стремился всегда. Вот пах на 3 года меня отстранили, и это был для меня стресс. Я возвращаюсь. Почему? Конечно, я рад. Ты в какой-то момент думал о том, что мог бы завязать? Нет. Такого еще не думал. До 35 я думаю и не подумаю об этом, если здоровье позволит. А глава республики Рамзан Кадыров приедет на бой? Обсуждали с ним? Я слышал, да, думаю, да. Ну, у них рабочие разные моменты бывают, но я не знаю, то, что сказать. Было бы лучше, если я был бы со своей командой. А так неплохо было в Таиланде тоже, потому что рядом были друзья, хорошие бойцов. Команда также тоже там была команда хорошая у меня. Я там же тоже готовился нормально. А так, где мои тренера, где мой зал, где мои, ну... Ты не поздно приехал с Таиланда, потому что Нет, я раньше в Бразилию полетел за 7 дней, за 8 дней, а с Таиланда 6 часов лететь, я за 10 дней прилетел. Там же разные часовой пояс. Это не сказывается на организме? Я это к чему говорю, Бразилия? Бразилия больше, оказывается, сказывается, а в Таиланде меньше, все равно я за 10 дней прилетел. Я себя чувствую хорошо, самое главное. Я сплю хорошо, тренируюсь хорошо. Я думаю, это нормально срок. Все бойцы также прилетели, если не меньше. Данир Исмагулов предлагал поединок и сказал, что вы не заинтересовались. А почему? Тебе кажется, что за счет твоего имени он пытается стать популярнее, например, или это вообще принципиально ни с кем из России, из Казахстана не драться? Нет, да, он хотел на меня имя сделать, а я хотел на другого человека имя сделать. Это спорт, это порядок вещей в спорте. А в этом плохого ничего я не вижу. Он хороший боец, и я тоже такой средний боец, можно сказать. Но у меня чуть больше имя получилось, и поэтому, наверное, он захотел со мной драться. Но UFC для меня искали другого соперника, и я этого ждал. И поэтому я ждал, пока UFC что скажет. В итоге они мне дали соперника. И вот так это все закончилось. А как ты сам считаешь, тот
соперник, который сейчас есть, если бы, например, подрался с Смагуловым, не было бы это чуть интереснее для кого-то? Если мой соперник с Дамиром дрался бы, Если бы ты сейчас дрался с Дамиром, а не сейчас с кем-то. интересно для кого? Кому? Спортивный. Как минимум, да. Для болельщиков, я не думаю, что Исмагулу было бы это интересно для болельщиков. Просто это более понятное противостояние. Ну, просто все ожидают, мои болельщики, мои фанаты, европейцы, там, американцы оттуда, они с нашей стороны. Гипотетически, если на UFC в Москве 9 ноября вам предложат с Забитом Магомед Шариповым подраться, ну вдруг в теории вообще, вы 100% нет или можете рассмотреть такой вариант? Я скажу нет, потом, если он скажет да, я потом скажу да. Если мне задаст вопрос, я скажу нет. Мы дружно отношения, близко дружим, как я могу да сказать. Все? Спасибо. Последний вопрос. Вот, за 3 года, что ты не выступал, были ли у тебя периоды, когда ты просто не тренировался, очень долго ничего не делал? Какой вопрос еще раз? Вот за эти 3 года, что ты не дрался, были ли у тебя периоды, когда ты очень долго мог ничего не делать в плане тренировок и прочего? Максимум было месяц. Там, по моменту семейного положения месяц тренировался, такого было. А так я тренировался стабильно. А какой самый большой вес вот за это время был? Хабиб как-то рассказывал, что он был 91, вот когда был травмирован, долго не выступал. Я 85. 85? Победа вернемся. Шамиль, приветствую тебя на UFC Абу-Даби. Расскажи, как тебе обстановка, как вообще добрался? Обстановка, я вам скажу, высший класс. Как всегда, UFC это на первом номере. И из-за этого я тоже здесь нахожусь, в UFC. А так добрался хорошо, отлично, все хорошо. Тут температура очень высокая, она не мешает весогоночному процессу, вообще самочувствию. Я вес не гоняю. А так, конечно, тяжеловато, работаем, жарко же. Пока под кондером. Расскажи, где готовился к бою, как проходил твой тренировка? Готовился в Дагестане. И все 3 месяца готовился в Дагестане. Так что там тоже у нас жарко было. Расскажи, у кого тренировался? Ты вроде Тренер по боксу. Я хожу, у меня есть двоюродный брат Алиев Шамиль по вольной борьбе. Он тренирует урожай у нас в Дагестане. А я его просил, он достаточно квалифицированный борец международного класса. Он мне подсказывал, где надо ногу оттянуть, где надо нагрузить ногу. И наши вот ребята молодые, которые со мной бывают, и они тоже выкладывались, конечно. А так, ребята, которые в Дагестане есть, которые умеют бороться, я просил, приходили, кто-то боролся. уже соперник изучил своего, его технические навыки, какие-то, может, подстраивать тренировки? Мы же смотрим бои своих соперников. Смотрел его бой с Олейником? Он же, да, смотрел. Ну, обычный бой. Бой как бой, да, хороший бой был. Ну, Олейника чуть-чуть не хватило, конечно. У Олейника слабая ударка, по-любому. Оказался слабее, чем у Кёртиса Блейдса. Говорят, ты много посещал тренировки Абдулманапа, так это или нет? Хотелось бы знать. Я не посещал Абдулманапа. Тренировки, я сам, у меня есть свои ребята, которые мы сами готовимся. Абдулманап сейчас занятый, и как бы меня тренировал, у него своя армия, так что не до меня пока. Как бы сюда много приехал. Мы советуемся, я могу позвонить, посоветоваться, пообщаться, никаких проблем. Чтобы я посещал тренировки, такого не было. Сюда довольно много дагестанцев приехали и поддержать Хабиба, и остальных ребят. Твоей поддержки много здесь будет?
Да, конечно, они все дагестанцы, все будут за меня болеть, они все мои. Что за Хабиба, что за меня, какая разница. Получается, 9 ноября UFC придет в Россию. Не было ли желания у тебя возглавить его, может, в каком-то из боев? Я в данный момент я ничего не могу сказать. Я могу сказать, что я должен пройти. Это получается сентябрь. Я, наверное, скорее всего нет. Я просто... У меня целый год уже так идет в тренировочном процессе. Может быть. Не могу ничего сказать. Я должен пройти этого Кертиса Блейса. Так что пока думаем о 7 числе.